Здорово, дружище. Ребят, если вы помните, это наш старый друг, my friend. Good. Мы хотим попросить тебя падать до тех пор, пока прибор не откроет твой запасной парашют. Ты можешь сделать это? Really? Настоящий герой. Наши Сайперс. подписчики просто нас уничтожат. Сайперс. Что, дедушка, не жалко? Да все будет нормально, я уверен. Как-то жалко. Хороший дед, боевой. Ты чего? Ну вот и подъехал наш новый выпуск. Как всегда, насыщенный на события, но теперь еще весьма информативный. Внимание! Сегодня мы поговорим про безопасность в скайдайве и расскажем, какие вас ждут последствия, если вы потеряете сознание в воздухе, ну или просто забудете раскрыть основной парашют вовремя. Короче, не буду тянуть, скажу только, что организовать это было крайне сложно. В общем, сейчас сами все увидите. They say that I'm such a weirdo. Tattoos from my toes to my earlobes. Was a role model, I never had a hero. I learned how to live through the stereo. Coming from where I come from, the inferior. Everything you see ain't what it appears though. Everything that I built, made that from zero. Then added a zero. I am my hero. Друзья, существует мнение, что парашют может не раскрыться. Вот в наших руках система рядового обычного скайдайвера, которая состоит из основного купола, который он раскрывает во время свободного падения, и запасного парашюта. Еще здесь есть такой девайс, это называется страхующий прибор, который предназначен для открытия запасного купола в любом случае. То есть, если ты не будешь ничего предпринимать, он должен открыть. Мы не знаем, какое количество отказов. Статистику мы такую не нашли, и мы хотим провести эксперимент. Мы хотим скинуть нашего товарища. Единственное условие: товарищ не должен открываться от слова совсем. Прибор срабатывает на высоте 200-250 метров. При скорости примерно 70-80 метров в секунду у него будет оставаться на принятие решения примерно 1,5 секунды. Очень важная информация. Друзья, скайдайверы с горячими головами, пожалуйста, ни при каких условиях даже не думайте повторять этот эксперимент. Друзья, в общем, оставайтесь и досмотрите выпуск до конца, будет интересно. Мы не знаем, что произойдет, но у нас есть идея, и мы постараемся вам показать, как работает этот прибор. Так, немного познавательной инфы об устройстве парашюта. На самом деле все довольно просто. Система современного скайдайва состоит из двух парашютов: основного и запасного. Основной выбрасывается при помощи медузы, которую нужно вытащить прямо рукой. Эта медуза наполняется воздухом и вытягивает из рюкзака мешок с куполом, который в воздухе плавно раскрывается. А вот запасной парашют вытягивается при помощи троса, концевик которого расположен на передней лямке. Это такое устройство: тянешь трос, он вытаскивает медузу, которая выпуливает из рюкзака пружиной, ну а дальше вы все знаете. Медуза наполняется и вытаскивает запасной парашют. Кстати, укладывает их специально обученные люди. Еще в парашюте есть специальная система, которая выстреливает запасной купол. Именно в тех случаях, когда парашютист летит к земле и не открывает свой парашют. Это случается по разным причинам, например, отключился в воздухе или просто замечтался. И вот теперь очень кратко про эту систему. Состоит она из батарейки, компьютера, выносного экрана с кнопкой и перпатрона. Компьютер умный, и сам западывающий парашютиста принимает решение об его открытии. Когда система понимает, что скоро парашютисту хана, она замыкает электрическую цепь, тем самым взрывая перпатрон, который в свою очередь разрубает трос на открытие запасного парашюта. Интересный факт: этот перпатрон настолько лютый, что может разрубить даже стальной трос. Вот ребята даже разрубили сверло. Короче, надежно и круто. Именно эту систему мы сегодня и затестим. Короче, Диман,
В общем, пообщался я там с народом, вообще никто не готов в это подписываться. Слушай, ну значит, Смотри, есть такая идея. Нам Говорится- нужно будет найти борт. Первое, да, найти борт, причем такой, который... готов труп вывести. Борт, которых здесь полно, потому что если мы возьмем борт Билли, и он единственный, если возьмем борт Билли... Не, все правильно говоришь. Возьмем бортов, которых много, заблюрим ему номера, заблюрим пилотов и все остальное. И самое главное место, где мы это сделаем. Место это самое главное. Нам нужно... Нам нужно ведь поставить Сережу туда, чтобы он все снял. Знаешь, Серега, ты там это, знаешь, тоже на месте не стой. Мало ли что. Перемещайся влево, вправо, там, наблюдай тело, которое летит. Понимаешь, место приземления, чтобы это было что-то типа поля рядом, вокруг. Он откроется, низкая высота, ему нужно быстро принимать решение на посадку, чтобы у него не было здесь ангар, здесь деревья, здесь лэп вот такие. И он зачастую он может даже не успеть довернуть, ему нужно хотя бы успеть схватить эти стропы управления и притормозить перед приземлением. Короче, на наш клич откликнулся один мой старый приятель, и мы поехали к нему утрясти детали. Что мы хотим сделать? Мы хотим скинуть нашего друга с системой. Понимаешь, да? Мы будем его держать. Нам нужен кто-то, кто будет снимать видео напротив нас. Может, ты будешь прыгать с нами? И, например, на 4000 мы разбегаемся, и наш товарищ херачит вниз. Ну и примерно на 250 метрах прибор должен открыть парашют. Мы хотим это проверить. Мы хотим, конечно же, чтобы это было максимально безопасно. Мы должны понять, где мы это можем сделать. Естественно, погода должна быть классная. Ребят, я вам вот что скажу. У нас здесь есть еще один аэродром неподалеку. Там все это можно сделать. Там просторно и нет лишних глаз. Итак, что мы делаем? Мы это все организовываем. Я предлагаю это сделать где-то в середине недели, чтобы не было лишних глаз. В общем, все сложилось в елочку. Есть борт, есть поле для десанта, а самое главное, есть нормальные мужики, которые всегда готовы вписаться в любой наш движ. Все, гайс, сейчас мы едем за нашим корешем. Да, мы сейчас поедем за парнем, вот, который, в общем-то, готов прыгнуть и протестировать этот прибор. Но так как это все half legal, правильно? Да, это, конечно же, это абсолютно нелегальная история. Никто нам на это не даст разрешения, поэтому, чтобы чувака потом не палить, да и вообще всех, кто будет в этом участвовать. Пока что мы не кроме раскрываем, нас, да, пока что мы не раскрываем мы имя. им заблюрим лица, Да. вот, мы сделаем так, чтобы... А у них потом посмотрим, не как было эта проблем. история получится. Мы в любом случае расскажем вам результат. Че, мы сейчас едем куда? А мы поехали. Мы едем туда. Spring, summer, winter, fall. Yeah, I'm so seasoned, bitch. I could do it all. Yeah, I can sell water to a fish. I can tell your girl, go and bend it over quick. She gon' hit a flip. Tell her she can take it if she want it. Bet you all the money that I got up in my pocket. She gon' hit a lick. That's just what it Это китайский рынок. Возможно, здесь мы найдем то, что нам нужно, потому что идей больше нету, где искать. Есть вариант попробовать поискать у китайцев, но если не срастется, тогда... Сами по себе рынки после Таиланда мы очень любим, поэтому пойдем сейчас, я думаю, сейчас нарулим что-нибудь прикольное. for attention in the desert. You could find a well, alive and well. I'm fly as hell. Yeah, okay. Ну ладно, пора раскрыть карты. Но вы же не думали, что мы будем проводить этот опаснейший эксперимент на живом человеке? Короче, мы приехали на китайский рынок в поисках нашего подопытного персонажа, а в результате нас занесло в магазин для взрослых. Чувак, ты должен нам помочь. Это реально очень важная вещь для нас. Здесь не снимайте. Он будет снимать только нас. Ты не против? Можешь нам помочь? Мы хотим у тебя арендовать манекена, и мы тебе заплатим полную стоимость, но мы тебе вернем этот манекен. На один день. Вообще-то мы его используем каждый день. Дружище, я понимаю, но я готов тебе заплатить 2 косаря. 2 косаря. Баксов. Это за аренду. За день? За один день Да, и за один день. за одну ночь. Мы можем вернуть завтра. Ну, вроде согласился. Я вообще рассчитывал, что это будет парень, что Короче, у него будут руки вот так, Да, что их можно но я будет- даже рад, что сложилось так. Пускай это будет не наш друг, а наша боевая подруга. Ой, я его за жопу взял. А за что можно трогать? Я тебе Я дам возьму эту- платье и прикрою немножко наготу. О, Вадим, это твоя... ребят, офигенная идея. Вообще просто так сложилось, что мы договорились, и эта малышка едет с нами
испытывать страхующий прибор. Уж она-то его... Это единственный манекен в Шамната мире, его который застрахует. попробует прыгнуть с 4000 метров. Видимо, наш китайский друг никогда не слышал выражения «если любишь, отпусти». И в самый последний момент вернул нам бабки и сказал «идите нахер». Мы приехали на склады. Мы реально думали, что здесь какие-то будут склады стрёмные, потому что там какие-то ангары, контейнеры да. стоят, ангары. А оказался прям здесь такое Такое милое местечко. малое государство Да. с заворотами, спрятанное от... Пойдемте вам покажем. Ну, Посмотрим вместе, скажем вместе, так. да. Да Вот как? посмотрите, это вот просто этот магазин по продаже манекенов. Вот характерная нога торчит. Привет. Здрасте, здрасте. Привет. Как красиво тут. It's like... Nice to meet you. Андрей. Андрей, nice to meet you. You know? Знаете что, я думаю, вот этот манекен нам определенно подойдет. И очень интересно, сможем ли мы его чем-нибудь наполнить? Потому что нам нужно, чтобы он больше весил. 75 килограмм. Если мы сделаем отверстие, мы можем положить туда что-нибудь внутрь? И как это... я понял, как это работает. О, nice. Слушай, это как раз то, что нам надо. Манекен должен весить примерно так же, как и мы. В 75-80 килограмм. Ну вообще-то он весит 18 килограмм. Я понимаю, но мы там просверлим дырку и чем-нибудь его Я наполним. могу вас отвезти в подвал или на задний двор. Ну, давай. Чайку, ребят? Ну, спасибо. Нет, спасибо. Там такая Какие круто- гостеприимные люди здесь. Меня начинает это гостеприимство немножко напрягать. напрягает? Потому что мы приехали в старый замок. Нас приглашают спуститься в подвал. Говорят, вы не беспокойтесь, там не страшно. Блин, ребят, ну здесь реально красиво, я не могу. Короче, нам предлагают Выбрать вот из этого хлама выбрать что-нибудь. Короче, ребят, нам нужно выбрать и сделать нашего друга, который, возможно, будет вместе с нами из серии в серию, из передачи в передачу, каким-то образом проходить и перетестить все сейфти-системы и вообще все парашюты. Мы решили не собирать Франкенштейна из старых манекенов, а просто купили новый. Только представьте себе, вот эта вся история с манекенами — это целый мир. Кстати, довольно жуткий. Так, кстати, смотри. Давай на башку ему не цепи эту штуку. Блин, слушай, классно. А где ты его взял? Там у них? Да, Классная тема. А может там у них мужских не было, пришлось вот, видишь. Вон, смотри, какой красавчик. Слушай, давай ему оденем часы дело. Так, ну чё, это кто у нас? Я думал, что это у нас он будет, а это она, что ли, получается? Но мы его приклеим, перед прыжком мы его приклеим. Шикарно. Знаешь, на кого похож? Угадай. Ну, фильмы из детства. Тихо. Алиса Селезнева, гости из будущего. Да. Робот. Дай мне, пожалуйста, Робот. телефон. Дай мне телефон. Мой. Робот Вертер. Робот Вертер, давай. Да, я уже ищу. А? Ну, точно. Блин. Андрюха. Подожди, мы когда завтра прыгаем? Да. Какой-нибудь ему самый простецкий, но только комбез, где бы можно было бы ему замутить. Давай сейчас заедем тогда. У меня есть знакомый, я ему сейчас наберу. В простой форме, вот скажем, плечи, вот эта часть. Надо материал будет такой. Ну, я думаю, что у них, наверное, есть. Стандартный роботорвертерский Ну, конечно, материал. да. Короче, я прыгаю к тебе. Все, с этого момента это наш друг Вертер. Вертер. Все, отлично, хорошее имя. Вертерочек, Роба Витек. Вертер. Все, наш кореш. Иду к тебе. Молодежь нас не поймет, конечно. Ребят, очень хороший фильм из нашего детства. Я даже не помню, как он называется. Типа «Гости из будущего». Гости из будущего, да. Получится, будет круто. Не получится, мы в любом случае с ним прыгнем. Не, ну прыгнем мы с ним в любом случае. Однозначно. Я думаю, что, насчет комбеза, да, вопрос. Надо попытаться сделать. Мы сейчас заходим в строительный магазин для того, чтобы взять скотч и всякие разные штуки, чтобы нам сцепить его надежно, чтобы наш Витя не рассыпался. Да, в воздухе. Мы с ним прыгать будем. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it Но down. здесь все понятно. Нужно просто очень жестко скрепить все части нашего манекена, иначе, если он развалится в воздухе, конкретно мы с Диманом можем пострадать, а нам это вообще не надо. Мы рассчитываем, что этого нам всего хватит для того, чтобы... Модернизировать до конца нашего Виктора для выполнения боевого задания. необычайно важного для всей страны эксперимента. Поэтому, друзья, погнали! А погнали мы собирать нашего друга в кучу. Подготовка была не быстрой, но довольно интересной.
Так что теперь давайте посмотрим, какой получится результат. Здравствуйте, товарищи! Программа «Пока все дома» и ваша любимая рубрика «Очумелые ручки». Здравствуйте. Дмитрий, что мы сегодня будем делать? А сегодня у нас очень интересный выпуск, потому что нам предстоит собрать, друзья, Да ты что? Only wild out on the weekends. I'm on a surface safari with a stunner for certain. Sir, I'm sorry if you only thought of putting just your feet in. Now repeat it. And I'm on my way away from here. Bloody Mary mix with beer. And I'm on my way away to you. Андрей Вячеславович очень уверен, что Витя не то чтобы выживет, с ним даже ничего не произойдет, он благополучно приземлится. Конечно, мы его потом на нашей дроп-зоне поставим, да, поставим, пусть он радует глаз. Поэтому завтра на дроп-зоне мы его оденем в скайдайверский комбез, что еще придаст ему какой-то прочности. Все это затянем и пойдем прыгать. На сегодня, План у нас такой. на во сегодня всяком все. случае. Ваши Ребят, любимые очумелые ручки, Да. как всегда, справились с заданием. Витя готов. Мы пойдем отдыхать. Завтра прекрасный день. встречаемся на дроп-зоне. Ну что, ребят, мы в специальном месте. Мы не скажем в каком месте, Но сюда прилетит в целях самолет. безопасности, но самолет сюда прилетит. и Здесь мы вокруг поля. абсолютно безопасно, ну, на наш взгляд, во всяком случае, не должно быть каких-то, может быть, коробка попадет под раздачу. Ребят, как вы видите, наш Витя за ночь привык к парашютной системе. Это настоящая парашютная система, боевая, со всеми приборами, со всеми штуками. Я думал, что мы будем кидать его так, но Андрюха говорит, давайте его типа оденем в скайдайверский комбез. Ну, Нет, 100%. Руки- Скайдайверский комбез нам необходим для того, чтобы, если у него какие-то части тела оторвутся, чтобы это все дело потом не искать нам по полям, как минимум, чтобы было все в одном месте. ну что, сейчас мы его переоденем и будем готовиться к прыжку. Ну что, Витька у нас готов, Блин, он выглядит просто как настоящий костюм скайдайвер прям под него. в балаклаве. Босоногий, правда, но я думаю, что ничего страшного, сейчас тепло. Сейчас лето, ему будет даже Просто приятнее. мы не смогли найти за такое короткое время ему нужную обувь. Вот. Поэтому- Ну что, давай не будем затягивать. Освежимся, а дальше уже позовем ребят. О, господи, еще эта антенна сверху. Андрюх, мы его, короче, не вытащим. Это хорошо его втроем нести, а как его вдвоем из этого проема Надо выкинуть? еще попробовать его впихнуть сначала туда. Задача поставлена, Выполняем. задача будет выполнена. Опа, смотри, 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 заходит. Охренеть! Вау! Давай ногами вперед. Put here. Я, короче, остался один его держать. Переворачивай. Так. Прекрасный день, прекрасная погода, прекрасные пилоты, прекрасный самолет, прекрасный компаньон. Все прекрасно. Витька Витька, заряженный. такая уж у тебя судьба, Витяня. Ну, как вы видели, у нас все получилось четко, так что осталось самое интересное. А конкретно, как сработает прибор и как наш Витя будет себя вести в падении. Вот вроде бы кусок пластика, а стал уже такой родной. They call me a monster, I guess I don't fit in with the imposters. I'm taking the mask off, prepare your conscience, prepare for honest, cut off all the nonsense. I'm all in your chakra, wonder who shot you, go call the doctor, boom like the chopper, don't you get chopped up, I'm here to stop you. Whoever wants smoke like a roster, break you off proper. Things they say, they're never getting in my way. And even if I make mistakes, I will always see them through. What's that? 'Cause I don't wanna play your game. I had enough, I'm burning up so hot I just break your chain. You can never stop what's building up inside of me. Play your game. I had enough, I'm burning up so hot I just break your chain. You can never stop
Ого! Витька, ты красавчик! Опа! Есть! Ой, камни, правда, нихера себе! Охуеть! Бля, это булыжники! О, спасибо, Господи! Спасибо прекрасному миру, всем людям на земле, всем живым существам! Слушайте, я не знаю, насколько экран вообще передает вот эти вот наши эмоции, вот все, что здесь находится. Эй, блин, да, точно. Но это реально просто взрыв мозга, потому что, ребята, вот вы посмотрите, когда человек падает вниз, это реально страшно. То есть, когда вот он до того, как раскрылся, ты видел, как он херачил? Я видел. Я орал, раскрывайся! Мы приземлились в какой-то непонятной локации, где куча камней, но все. Ребят, посмотрите, Серег, я извиняюсь, что перебью. Вот это здесь повсюду. Я думал, что это вспаханная земля, когда летел. Я просто охерел. Суть в том, что мы счастливы. Это было сложно, это было нереально. И у нас получилось, блин, я до сих пор не верю. Но удержать, конечно, мы его не смогли, потому что мотылял. Я не знаю, если мы еще какое-то время подержали, может быть, да, но я смотрю, ты мне говоришь, все, отпускай. Я вижу, мы не можем выправить. Вячеславович, пойдем еще раз сиганем, пока самолет стоит. Пойдем. Закончите видос как? Ну вот он говорит, давай сиганем. Ну, друзья, все у нас получилось. С вас лайк, подписка, ну и какой-нибудь добрый комментарий нам напишите. Увидимся в следующем выпуске. Yeah.